Animal rescue. Этого бродячего пса, которого сейчас зовут Сквиш, поймала служба отлова бездомных собак и доставила в приют для животных. 4-месячного щенка обследовали ветеринары и пришли к печальному заключению. Деформация правой части головы и челюсти, из-за чего морда выглядела искривленной. Пес практически не мог открыть свою челюсть и высунуть язык. Но его доброте не было предела, он дарил ласку всем, кого встречал. Ветеринары установили, что Сквиш страдает от инфекции, возможно, вызванной укусом другого животного. Собаке прописали антибиотики и обезболивающие и разместили в медицинском центре. Изначально состояние пса улучшалось, так как отек начал постепенно спадать. Воспалительный процесс прекращался, но щенок подрастал, его голова все больше и больше деформировалась, а способность кушать и пить с каждым днем только ухудшалась. Он начал терять вес. Было принято решение усыпить его, чтобы предотвратить дальнейшие страдания. К великой радости для пса этого не произошло. Ветеринар приюта решил показать собаку в крупную ветеринарную лечебницу, где работали заслуженные профессоры своего дела и просто умные специалисты. Он был оценен командой, состоящей из специалистов, включая Эйлин Хелдман, доктор Кэти Франц и доктор Эмили Конуэй. Собаке сделали рентгенограмму черепа и компьютерную томографию. Результаты были шокирующими. Сквиш имел значительные переломы черепа и правой верхней челюсти. Его правый глаз был целым, но был сдавлен переломанными костями черепа. Вокруг челюсти было огромное количество рубцовой ткани, которая не позволила челюсти расти вместе с телом. Поэтому открывать рот собаки было все труднее и труднее. Специалисты, оценив специфику травм Сквиша, пришли к выводу, что подобные увечья можно нанести только тяжелым тупым предметом в голову. Больше на его теле не было никаких травм, сомнения отсутствовали. Кто-то намеренно ударил собаку каким-то предметом по голове. Опытные ветеринары находились в недоумении. Сквишу предстоял ряд серьезных операций и процедур. Но даже после этого специалисты не давали гарантий, что пес сможет самостоятельно пережевывать пищу. Кроме того, вероятность, что больного пса захотят усыновить, крайне мала. Кому нужен питомец, за которым нужен постоянный уход, лечение, кормление? К сожалению, Сквиш продолжал находиться в списке на усыпление. Однако пса не вернули обратно в приют. Доктор Даниэль Бойд, работающая в ветеринарной клинике офтальмологом, как-то раз понесла пса на обследование. С перекошенным лицом добродушный пес смотрел на нее своим большим карим глазом. Даниэль очаровалась и всей душой полюбила собаку, когда несла ее в кабинет для обследований. Я была очарована этим маленьким одноглазым щенком, который пережил столько боли и разочарований. Однако, несмотря ни на что, он жизнерадостный, ласковый и добрый, говорит доктор Даниэль Бойд. Женщине стало очень жалко щенка, и она забрала его к себе домой на одну ночь. Ей хотелось, чтобы Сквиш немного расслабился, отдохнул от ужасных клеток и постоянных обследований. Доктор буквально со слезами на глазах вспоминает реакцию собаки, смотревшей через заднее окно автомобиля на город, людей, дома, которые он раньше не видел. Песик радовался, вилял хвостиком и прыгал. По приезду домой застенчивый и милый щенок превратился в неуправляемого. Бойд назвала его живой щенячий торнадо. Как только женщина начала готовиться ко сну и уже легла в кровать, радостный Сквиш прыгнул к ней под одеяло и сразу же уснул. Но Бойд не спала. В ее голове вращалась одна и та же мысль, что такая ночь у щенка будет всего один раз в жизни. К утру Бойд была уверена, что ни за что не позволит усыпить этого маленького беззащитного комочка. Вся эта история произошла за неделю до того, как Бойд должна была переехать в Техас, чтобы закончить свою стажировку. Она прекрасно понимала, что Сквишу потребуется множество операций, недешевое лечение, уход. Ей становилось дико от того, что этот милый пес будет брошен на произвол судьбы, как с ним всю жизнь поступали другие люди. Специалисты клиники, где работала женщина, прекрасно понимали ее. Доктор Хельдман предложил облегчить жизнь собаки и выполнить операцию.
В результате часть нижней челюсти и рубцовая ткань, которая мешала открывать ему рот, были удалены. Нижняя челюсть собаки была освобождена от верхней. После операции он сразу же открыл пасть. Спустя 36 часов после операции Сквиш вместе с Бойд отправились в долгую поездку из Огайо в Техас. Пес выглядел позитивным. Глядя на его настроение, нельзя было сказать, что он только что перенес серьезную операцию. Мы наслаждались каждой секундой, проведенной друг с другом. Это было началом наших долгих приключений вместе, рассказывает новая хозяйка собаки. Сквишу предстояло перенести еще одну операцию на челюсть, так как она снова практически перестала открываться. Доктора Фред Уильямс и Линси Вагнер удалили глаз собаки и часть костей с нижней челюсти. Затем пес перенес еще одну операцию по удалению зуба, который соприкасался с другим зубом из-за кривой челюсти. Сегодня Сквиш научился переносить в зубах небольшие предметы. Женщина плакала, когда увидела, с каким счастьем Сквиш ловил зубами теннисный мячик, и это было только начало его приключений. Все коллеги Бойды просто обожают Сквиша. Этот пес является неким утешением для людей, чьим домашним животным требуется удаление глаза. Сквиш начал новую счастливую жизнь. Он обожает играть с палкой, купаться в лужах, бегать по травке и ходить в походы. Удивительно, но женщина узнала, что Сквиша приняли в приют именно в тот день, когда она попрощалась со своей старой собакой, которую любила всем сердцем. Доктор тяжело переносила этот период. Сейчас она уверена, что не только Сквиш нуждается в ней. Она не меньше нуждалась в новом питомце. Я бесконечно признательна всем ветеринарам, которые сражались за жизнь моего Сквиша. Я очень рада, что он стал моим, говорит Бойд. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!